Мы уже припарковались. Влажно, сыро, потому что 2 дня назад был дождь на Говерле. Вот так вот вы слышите журчание. Вот так вот водичка стекает. И очень влажная земля. Очень. Пока наше восхождение больше похоже на прогулку по какому-то сказочному лесу, я вам все-таки расскажу и поведаю, что же стоит делать на Говерле. Стоит посмотреть заранее погоду, что вас ожидает. Потому что, конечно, в дождь не рекомендуют совершать подъем, но дело в том, что дождь вас может застать непосредственно уже на подъеме или на спуске. Поэтому вам с собой необходимо иметь дождевик. Вы можете его приобрести в любом магазине, либо же здесь у подножья горы у торговцев. Причем заранее можете договориться о том, что по возвращении вы возвращаете неиспользованный дождевик и меняете его на какие-то сувениры, которые вы самостоятельно выберете с доплатой или без доплаты. Обычно это срабатывает. Вы также возьмите с собой обязательно шапку, потому что на горе очень сильно дует ветер. Продвигаемся по вот этим вот веткам. У нас синий маршрут. Итак, продолжаем движение, продолжаем общение. По поводу дождя. В прошлый раз, когда мы совершали подъем, это было нечто, потому что нас застал не только дождь, молния, нас застал еще и град. И это на самом деле было очень страшно наблюдать на вершине горы, буквально в паре метров от тебя, как молнии вонзаются. О боже, я рассказываю, у меня слезы на глазах наворачиваются. В общем, история не об этом. Возьмите обязательно с собой теплый чай или кофе. Возьмите обязательно с собой какую-то переодевачку на случай, если вы промокнете. На случай, если вы промокнете. Оставьте ее в машине, не тащите ее с собой. Вот так вот поднимаемся. И вообще, мне кажется, что мне уже давно пора закрыть рот. Потому что подъем-то, он на самом деле еще даже не начинался. А да, если вы идете летом, возьмите с собой очки, потому что очень-очень палящее солнышко. Вот там вот уже подъемчик начинается. Но на самом деле не такой уж он и подъем. Особенно вам на камеру кажется, что он слабенький. Я готовилась, честно говорю. Я бегала. Но то, сколько я ела на отдыхе и вот здесь, я боюсь, что все отправила на смарку. Мы должны оказаться вон там. А мы пока вот здесь. И вот здесь вот, там, конечно, не видно. И там очень много маленьких людей. И через каких-то часов 3 мы тоже станем одними из этой толпы. Пошли. А вот эта вот лавочка, это спасение для тех, кому стало нехорошо в пути. Потому что обычно где-то в районе этого места учащается пульс и начинается тахикардия. Мы уже немножечко разгорячились и разделись, что также опасно, особенно учитывая то, что у меня еще вчера начало болеть горло. Вот, мы отдохнули, и вон та компания тоже отдохнула, а теперь будем все вместе подниматься, хотя мы с ними не знакомы. Струмочек. Это еще даже не середина. Малинка.
Так, уже веет холодненький такой ветерочек. Пейзажи приобретают все более красивые очертания. И низ кажется уже более далеко. Хотя это неправда. Потому что вот, это всего лишь Гаверляна. То есть гора перед Гаверной. А Гаверна, она дальше. Она аж там. Назовемся. У меня, кстати, румянец, да, у тебя естественное охлаждение организма. Вот так вот и шлепаем на Гаверну. Да. Настроение уже получше. Желание сдаться было еще в лесу. Следующее будет аж на Гаверляне, поэтому пока временное нытье отстраняется, или как там, отставляется. Я попила водички, бодра, весела, иду по тенечку, потому что солнышко хорошо, очень хорошо нас встречает. Кстати, туристы, которые уже побывали наверху, нам сообщили, что вершина их встретила неприветливо. Она на них подула холодным ветром и покапала дождиком. Но мы им уже не стали объяснять, что бывает и хуже, бывает грозовая туча и град. Поэтому нечего ныть, радуйтесь, что так. Красотень. Кстати, я там, наверное, себя записала. Смотри, там водопад. Ага. Там водопад, вот вам его видно. Но не слышно очень. Это даже как-то спускается. Приятные звуки. Мимо водопада, но мы не знаем дорогу. И немножечко о наших чувствах. Дело в том, что мы уже почти дошли до половины пути, но меня лично, в отличие от вот этого оптимиста, это не радует, потому что вот там будет сложнее. А здесь так, прогулка по набережной Днепропетровска. Ничего особенного. Нет, красиво, но не сложно. Вот там сложно. Вот мелкие туристы сразу покрупнели. Значит, правильной дорогой идем. Ну что, идем дальше? Экономим батарею. Если вдруг вам покажется, что впереди нас много туристов, то посмотрите назад. Вон они все туристы. Вернее, не все, но те, которые сзади. А вот то, те, которые спереди. Хочу. Так, у нас подъем уже становится интересней, активней, зеленее, насыщеннее, потому что мы идем в кустах. Ух! И у нас еще не было привала. О, видите, вот там дорога. Красиво! Ой! Ой-ой! На меня деревце. Ой, я липкая. На меня деревце пустило свой сок. И теперь я прилипаю. Ой, о, как я вкусно пахну. Жалко, что вам нельзя передать этот запах. В общем, пахнет елкой, оливковым, ароматическим маслом, хвоя. Кайф, не буду вытираться. Вот так я взяла и уронила. Да. Спасибо. Ух ты. Не, кушай сам.
Я уже приличненько так утеплилась, потому что похолодало, значительно похолодало. Здесь небольшой привал, небольшая авария, потому как у меня пришла пора прощаться с субзаконом. Он больше не достигается, потому что у него отпала собачка по чьей-то вине. Вот. Ну а вообще вид, конечно, очень красивый, конечно, на вершине очень-очень холодно, очень-очень ветер, но нам на самом деле не привыкать. Поехали дальше. Нам осталось уже совсем немного, и вам кажется, что это далеко, на самом деле это ближе. А пришли мы уже, хочу сказать, что порядочно. Сейчас я вам все покажу. Это гора Гаверляна. От того места, где мы начинали, его сейчас просто не видно. Мы когда дойдем назад до Гаверляна, я вам сниму и покажу, где мы начинали. Очень красиво. Ну все, мы на Гаверля. Класс. Бодримся кофе, наслаждаемся жизнью, слушаем песнопение. Красиво. Так мы что, вообще с тобой ничего не взяли? Нет. Классно. Оказалось, что мы так собирались. Порезанную колбаску мы оставили в номере, сырочек мы оставили в номере, хлебушек мы оставили в номере, икру мы оставили в номере, а взяли с собой только кофе и чуть-чуть шоколадки. Бывает. Можем вернуться, да? Да, сейчас перекусим шоколадку и пойдем за колбаской. Туман накрывает. Поскольку приближается туман, мы сейчас в очень быстром темпе будем фотографироваться. Ну, спуск в тумане уже не страшно. Хочу показать, как Гаверла окутывает туман. И вот это вот уже, ну, этот вариант, конечно, тумана еще не настолько опасен. Но который никуда не собирается уходить. Тумана, количество тумана увеличивается прямо на глазах. Хочу сказать, что впечатление, конечно, когда ты уже сделала это, и когда ты уже спускаешься, очень круто. Прямо иначе себя ощущаешь, иначе чувствуешь. Смотрите, что происходит. Туман еще больше, покрывает он еще большую территорию. Проплывает он быстро, но, если честно, то мне кажется, что особо никуда туча не уйдет. И те, кто поднялись на Гаверлу, их действительно очень сильно жалко, хотя бы потому, что они проделали такой большой длительный путь, но они же ничего не увидят, кроме дождя. В лучшем случае только дождя, а в худшем случае может быть град,
гроза, молния. А мы по чуть-чуть спускаемся.